Здравствуйте, друзья! Вот сегодня поговорим, что такое бормашинка и для чего она нужна. Бормашинка – это вообще небольшой инструмент, с помощью которого можно производить различные работы. Вот это одна из бормашинок. То есть сверлильный патрончик стоит вот здесь вот, защищенный он, регулировка оборотов, то есть она регулируется, вот оно колесико. И обороты от 5000 до 30 тысяч. Но это есть всевозможные модели. Вот это одна из более мощных, 400 ватт. И что же ей можно делать? Ей можно обрабатывать всевозможные материалы. То есть резину, дерево, текстолит, пластмасс, вот, алюминий, то есть цветные металлы, медь и железо. Существуют всевозможные насадки. Вот это вот алмазный набор насадок. Можно обрабатывать даже победит. Победитовые сверла с плавными наконечниками. Можно точить этой же бормашинкой. Можно шлифовать. Можно делать всевозможные работы. Можно гравировку производить на металле. Резиновые полировальные шарошечки. Вот здесь вот шарошечки абразивные, то есть со шкуркой. Можно одевать вот на эти и шлифовать. На резину одевается вот такая абразивная шкурка. И вот таким вот образом вставляется в патрон и шлифуется. Происходит вращение. Какие нужно обороты выставляете и шлифуете. Также можно пилить дерево. Текстолит. Вот они, специальные диски. Очень хорошо пилит. Пилит и резину. Металл уже, конечно, ими пилить нельзя. То есть пилит очень хорошо. Дальше. Вот они, фрезы по металлу. Специальную насадочку можно сделать. То есть одевается фреза. Тоже металл не надо пилить ей этой фрезой. Это вот для мягких металлов, допустим, там медь, алюминий еще. Ну и даже не нужно лучше медь и алюминий. Это вот текстолит, дерево, резина фрезой. Потому что обороты очень большие. Фрезе нужно маленькие обороты, потому что материал твердый. Вот такую вот насадочку можно сделать. Одевается. Зажимается. И прикручивается. Для работы в труднодоступных местах можно использовать вот такие уже использованные диски для болгарки. То есть болгарка уже не берет вот такие вот маленькие. Специальная насадочка можете сделать. Одевается диск от болгарочки. Можно так, можно так. Лучше, конечно, железом вот так. Но это я просто наглядно показал, что это от болгарки обрезки. Их можно не выбрасывать. Спокойно они идут в дело. Можете пройти по ссылке в описании и посмотреть, как это все работает. Где-нибудь вам нужно небольшое окошечко прорезать. Пожалуйста, можно вот этим диском. Болгарка уже большой диск не подойдет. Есть еще вот такие вот для болгарки, совсем маленькие. Нужно куда-нибудь в электроинструмент, там что-нибудь собираете, нужно окошечко прорезать. Вот такое вот. Вот попробуйте это сделать даже вот этой вот большой насадкой. То есть не получится. Болгаркой тем более. Вот насадочка вставляется в патрон и спокойно выпиливается. В принципе, любые размеры можно. Потому что насадки все возможные. Можете посмотреть по ссылке ниже в описании. Это я делал из диска от болгарки. То есть выпиливал коронкой, там все есть. Пожалуйста, можете поглядеть. То есть вот можно окно выпилить, поставить кнопку куда-нибудь на электрооборудование, да хоть что можно. Также можно где-то полирнуть. Полировальные вот такие вот есть специальные диски. Тоже одевается. Убираем вот эту вот отрезной, одеваем полировальный, наносим пасту Гои. Вот она, паста Гои.
Храню просто в специальной коробочке, чтобы никакая грязь не попадала. Наносите, можно с торца, можно сюда. И спокойно можете полировать там, я не знаю, можно любую кнопочку, любую застежку, даже где-нибудь уже пряжку, пожалуйста, хоть что для полировки мелких изделий. То есть можно даже в ювелирном деле использовать. Бормашинки есть разные. Вот абразивные шарошки. А что ей можно сделать? Да вот даже можно бензопилу наточить. Снимая цепь, можно наточить бензопилу. Она была вот у меня 5 миллиметров. Я бензопилу точил. Можно взять алмазную шарошку, тоже бензопилу наточить. Можно вот этой. Вот хорошо точит, не снимая цепь сразу. Сразу раз наточили и все. И все готово, и пилите дальше. Есть вот шлифовальные специальные тоже кружки. Может вот это вот не очень удобно будет вот так вот с торца. То есть когда вот так вот одеваете, с торца работать. Можно вот таким вот образом поставить. Вот, то есть она стоит. Работать вот на этой стороне. То есть где-то что-то тоже производить работы. Тоже удобно. Вот как я уже говорил, алмазные шарошки. Давайте посмотрим их. Вот шарики. Берут любой материал. Хоть быстрорежущую сталь. Хоть победит. Можно точить даже сверла. Строительные сверла. А у них победитовая напайка. Вот можно, пожалуйста, взять шарошечку, вот такую. И спокойно наточить сверло этой же бормашинкой. Не надо никаких наждаков тащить. Они, во-первых, тяжелые, с собой куда-то люди идут там на объект, еще куда-то. Можно заточить победитовое сверло. Болгарка это сделать камешком, это очень сложно. Камень победит, практически не берет. А это, пожалуйста, раз подточили, производите работы. Вот она, шарошечка. Это вот как вот бы рекомендация, можно так. Вот они сверлышки маленькие. Вот в дрель в большую это же будет неудобно вот такое сверло поставить. Ну ладно, в дрель еще можно поставить такое сверло, но не очень удобно, если здоровая дрель. Сейчас покажу. Тут совсем маленькие сверла есть. Поставьте вот такое вот 0,1 миллиметр. А вот сюда оно встанет. И можно работать. Вот. В дрель это уже не пойдет. Вот для чего бормашинка. Это совсем что-то мелкое. Там, я не знаю, часовой какой-то инструмент или еще что-то. Где-то отверстие надо вот. Вот такие вот сверла есть. Это вот уже фреза идет тоже. Вот в дрели ее не очень удобно. В бормашинку она только тут как вот на родном месте стоит. Вот они фрезы. Тоже самое. Вот, пожалуйста, ставьте. Будет удобно. Твердосплавная фреза тоже в дрель. Как бы не очень пойдет, я думаю. Можно, но вот здесь удобнее будет. Это вот для удобства вот придумано. Для людей. Чтобы людям было удобно работать. Также вот есть большие у меня отрезные. Тоже не везде удобно где-то подлезть. В труднодоступное место не подлезть. Им надо как-то там, я не знаю. Ну, да вот здесь вот отверстие вот сделать. Просверлили здесь, здесь 4 отверстия. И вот этим вот диском отрезным отрезали. Если этот не подходит сильно большой, можно маленьким. То есть вот оно уже, пожалуйста, труднодоступное место. Ну, вот как бы вот обзоров. Шарошек существует очень большое множество. Это вот у меня, что у меня есть. Их еще больше, всяких разных. Так что вот, пользуйтесь, друзья. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. До свидания.